А что, если это действительно последний раз, когда мы видим Чингука и Тэхёна рядом в 2026 году? Что-то изменилось, и AR/MUI по всему миру почувствовали это мгновенно. Улыбки стали мягче. Зрительный контакт длился не так долго. И молчание между ними казалось громче, чем когда-либо. Фанаты плакали, теории взрывались, и один вопрос разбивал всем сердце. Никакого объявления не было. Никакой драматической пресс-конференции. Никакого официального заявления от HYBE. И все же, каждый AR/MUI в мире почувствовал это. Что-то в отношениях Чингука и Тэхёна в начале 2026 года изменилось. Дело было не в том, что они говорили, а в том, что они не говорили. На церемониях награждения они стояли ближе к другим участникам. За кулисами они смеялись, но не так, как раньше. На групповых фотографиях их плечи больше не соприкасались естественным образом. Их взгляды встречались, но лишь на секунду, после чего они быстро отводили взгляд. Фанаты это заметили. И фанаты это почувствовали. В социальных сетях начали раздаваться слухи. Они больше не похожи друг на друга. Почему такое ощущение, что они избегают друг друга? Что-то случилось между Чингуком и Тэхёном? Ни у кого не было доказательств, но у всех было предчувствие. А иногда чувство громче фактов. Момент, нарушивший привычный ход событий, произошел во время обычной прямой трансляции. Ничего особенного не планировалось, просто обычная трансляция BTS. Расслабленная. Без сценария. Привычная. Тэхён рассказывал о своих сольных проектах. Чингук сидел рядом с ним, кивал и тихо улыбался. Затем Тэхён сказал что-то, что изменило все. «Этот год для меня как новая дорога». Он сделал паузу. Недолгую, но достаточную, чтобы Чингук посмотрел на него, не с улыбкой, не со смехом, а с чем-то нечитаемым. Рука Чингука медленно сжалась у него на коленях. И впервые за много лет он не ответил. Чат завис. AR/MUI замерли. Потому что тишина сказала то, что слова не смогли выразить. Фрагменты с прямой трансляции разлетелись по интернету за считанные минуты. Были сделаны монтажные склейки. Замедленные повторы. Крупные планы выражения лица Чингука. Скриншоты паузы Тэхёна. Фанаты по всему миру начали писать. Этот взгляд причинил боль. Это было похоже на прощание. Почему такое ощущение, что нас готовят к расставанию? Посыпались письма от фанатов. Хэштеги стали популярными по всему миру, не из-за гнева, не из-за ненависти, а из-за страха. Страха потерять связь, которая утешала миллионы на протяжении более 10 лет. И в глубине души все задавали один и тот же тихий вопрос. Неужели мы наблюдаем начало прощания? С того дня фанаты стали обращать внимание на все. На каждое выступление. На каждое интервью. На каждый закулисный ролик. И эту закономерность стало невозможно игнорировать. Чингук и Тэхён все еще стояли на одной сцене, но расстояние между ними казалось больше, чем прежде. Они улыбались, но не друг другу. Они смеялись, но не вместе. Они говорили, но редко друг о друге. Это не было холодно. Это не было злостью. Это была тишина, такая тишина, которая наступает только после того, как что-то уже сломано. AR/MUI стали называть это невидимой стеной. Стеной, которую нельзя коснуться, но которую можно почувствовать. Затем последовало интервью, которое изменило все. Вопрос был простым: как вы относитесь к своему будущему как команды в 2026 году? Тэхён ответил первым. Он улыбнулся, но его глаза выглядели усталыми. Мы все растем. А рост иногда означает идти разными путями, даже если ты все еще часть одной истории. В зале воцарилась тишина. Интервьюер взглянул на Чингука. Чингук сглотнул.
Он помедлил всего секунду, прежде чем заговорить. Некоторые связи не исчезают. Они просто меняются. Изменения. Не навсегда. Не навсегда. Изменения. У фанатов сжались сердце, потому что слово «изменение» никто не был готов услышать. Всплыли старые кадры: Чингук, преследующий Тэхёна за кулисами, Тэхён, прислонившийся к плечу Чингука во время долгих репетиций, шутки, понятные только им, обмен взглядами, невысказанные обещания. То, что когда-то казалось теплым, теперь стало болезненным. Это похоже на воспоминания, а не на моменты. Такое ощущение, что мы смотрим прошлое, а не настоящее. Почему все уже кажется прощанием? Никакого объявления не было. Никакого официального заявления. Никаких подтвержденных планов на будущее. Только чувства, тяжелые, неизбежные, невысказанные. Потому что иногда конец не приходит со взрывом. Иногда он приходит с тишиной. После поздней репетиции в здании воцарилась тишина. Большая часть персонала уже ушла. Оставалось лишь тихое гудение ламп. Тэхён сидел один в репетиционном зале, пролистывая сообщения на телефоне. Сообщения от фанатов. Сообщения от друзей. Но одного имени не было – Чингук. Он положил телефон и уставился на свое отражение в зеркале. Впервые за много лет он выглядел уставшим от притворства, что все в порядке. Через несколько минут дверь открылась. Чингук стоял там. Не улыбаясь. Не смеясь. Просто стоял. Сначала они молчали, потому что иногда самые сложные разговоры начинаются с молчания. Тэхён заговорил первым. «Ты тоже это чувствуешь?» Чингук медленно кивнул. «Такое ощущение, что мы стоим на разных страницах одной книги», – прошептал Тэхён. Голос Чингука был едва слышен. «И я не знаю, как перевернуть страницу, не потеряв тебя». Тэхён отвел взгляд. «Может быть, мы не теряем друг друга», – тихо сказал он. «Может быть, мы просто становимся чем-то другим». Другим. Это слово снова. Чингук закрыл глаза, потому что слово «другой» все еще казалось слишком близким к прощанию. С того вечера все изменилось. Не то, как они стояли на сцене. Не то, как они шутили. Не то, как они улыбались. Все казалось медленнее, тише, тяжелее. Фанаты чувствовали это, не понимая почему. Потому что, когда связь, которая когда-то казалась бесконечной, начинает угасать, вам не нужно объявление. Вы это чувствуете. Несколько недель спустя Тэхён опубликовал простое сообщение. Некоторые люди – это главы, не концы, но и не начала. Он никого не отметил. Он ничего не объяснил. Но все поняли. Затем начался мировой тур 2026 года под ослепительными огнями и оглушительными аплодисментами. BTS выглядели идеально, мощные, улыбающиеся, профессиональные. Но за хореографией что-то было не так. Чингук и Тэхён по-прежнему выступали бок о бок, но их движения больше не были направлены друг на друга. В конце первого концерта Тэхён замер на мгновение дольше обычного. Он посмотрел на толпу. Затем, всего на секунду, его взгляд скользнул к Чингуку. Чингук уже смотрел на него. Их взгляды встретились, не теплые, не яркие, а глубокие, словно они говорили все, что им нельзя было сказать вслух. Затем они оба отвели взгляд. Ни слов. Ни объятий. Ни улыбок. Только тишина. Социальные сети взорвались. Вы видели этот взгляд? Почему он был похож на прощание? Мое сердце больше не выдержит. Редактирование заполонило ленты. Грустная музыка. Замедленная съемка. Выцветшие фильтры. Затем, без предупреждения, Тэхён опубликовал рукописное письмо. Первая строчка заставила сердце Эйары Муай замереть.
Некоторые чувства слишком тяжелы, чтобы нести их в тишине. Он не назвал имен. Но все знали. Есть люди, которые навсегда меняют вашу жизнь, даже если они больше не остаются рядом с вами. А потом фраза, которая потрясла всех. Если вы когда-нибудь почувствуете, что я отдаляюсь, пожалуйста, знайте, что это не потому, что вы значили для меня меньше, а потому, что вы значили для меня слишком много. Арми плакали. Потому что это не было похоже на драму. Это было похоже на завершение. Чингук молчал. Ни поста. Ни письма. Ни утешения. До следующего концерта. Когда Тэхён проходил мимо него на сцене, Чингук на секунду протянул руку и слегка коснулся руки Тэхёна. Едва заметно. Но этого было достаточно. Тэхён замер. Затем он ушел. Этот момент стал вирусным по всему миру. Кадр за кадром. Замедленно. Проанализировано. И впервые Арми перестали задавать вопросы. У них уже был ответ. Завершения не приходят громко. Они приходят с дистанцией. С принятием. С воспоминаниями, которые кажутся теплее, чем настоящее. Люди думали, что 2026 год станет годом прощания. Но они ошиблись. Это был год паузы. Воссоединение произошло тихо. Никаких заголовков. Никаких пресс-релизов. Просто закулисный ролик с благотворительного концерта. Тэхён поправлял микрофон, когда знакомый голос тихо произнес: «Ты все еще слишком высоко его наклоняешь». Он замер. Обернулся. Чингук стоял там, улыбаясь, не сценической улыбкой, а той самой, которая казалась родной. Тэхён рассмеялся. «И ты все еще замечаешь во мне все». Чингук шагнул вперед и обнял его, крепко, отчаянно, словно боясь снова потерять что-то драгоценное. Тэхён обнял его в ответ, крепче, дольше. Позже тем же вечером Чингук опубликовал короткое сообщение. Некоторые люди — это не главы. Они — сама история. Можно идти разными путями и все равно вернуться домой к тому же сердцу. Тэхён ответил одним смайликом. И Эйар и Муай снова заплакали, на этот раз не от страха, а от облегчения.